Сейчас мы немножко отвлечемся от перипетий внутреннего непотребства, мятежа и бунта в Речи Посполитой, а поговорим немножко о международной торговле, о том месте, какое в ней занимала Польша и что для Польши была Голландия. Собственно говоря, и чем была Голландия для всего остального цивилизованного мира во второй половине 16-го, начале 17 века. Тема любопытная, интересная и во многом, по большому счету, не исследованная, потому что материалы по восстанию Хмельницкого, они тут сами по себе, а история развития буржуазного общества в Голландии и в целом в Западной Европе сами по себе. Мы пробуем это все совместить. И тогда поймем, почему случился бунт Хмельницкого, почему он прирос в Московско-Польскую войну, почему у него тянулась Польша и почему Речь Посполитая едва не рухнула под тяжестью финансовых проблем. Надо сказать, что Голландия, несмотря на то, что весь 16 и первую половину 17 века активно воевала с Метрополией, с Испанией, развивалась очень активно, деятельно и успешно. Нельзя сказать, что пшеница из Польши, которая начала поставляться в Голландию в промышленных объемах, начиная с первой четверти 16 века и достигнув пика в начале 17-го, нужна была голландцам. Нет, голландцев было немного на самом деле. У них там 6-7 миллионов, считая Южную и Северную Голландию и прилегающие территории Брабанта, Артуа, столько не могли съесть пшеницы, понятное дело. Голландцы были торгаши. Голландцы были выдающиеся торговцы, они создали торговую империю, которая держала за жабры весь остальной цивилизованный мир. В конце 16 века из Гданьска каждый год возилось 200 тысяч тонн пшеницы. 200 тысяч тонн пшеницы. Совершенно чудовищная цифра, огромная. Учитывая стоимость этой пшеницы, как известный гульден за пуд, это огромный доход для польского нобилитета. И никакой доход для польского государства. Зачем голландцам столько пшеницы? Голландия торговала ею со всей остальной Европой. С Францией, с Испанией, что характерно, с германскими городами, германскими герцогствами и княжествами. Но не только пшеницей. Голландия в это время активно продвигалась в Азию. Голландия занимала территории, где произрастали экзотические специи, которые стоили Европе огромных денег. Поэтому голландцы торговали всем, торговали со всем миром и имели со всего прибыль. И почему они это имели? Голландцы на начало 17 века имели флот в 16 тысяч торговых кораблей. Вся мировая торговля основывалась на голландском торговом флоте. Даже был создан специальный тип корабля до Балтийского и Северного моря, так называемый флейт, который за один раз мог перевезти до 2000 тонн пшеницы. Это по тем временам совершенно чудовищный объем. Проблема в том, что Польша не контролировала конечную точку доставки зерна – Гданьск. Во-первых, еще в конце 16 века Польша отказалась от идеи строительства собственного торгового флота. Все перевозки были на голландских или, в крайнем случае, немецких кораблях. Затем в 1617 году Польша отказалась от претензий на Восточную Пруссию. То есть Польша утратила возможность контролировать Кёнигсберг, который стал большим серьезным конкурентом Гданьска. Польша не контролировала и Гданьск в том числе. С началом 30-летней войны начались проблемы и у этого порта. В 1626 году шведы перекрыли Вислу и остановили польский зерновой экспорт, которая была просто катастрофа для польских магнатских хозяйств. И в целом, после пикового 1619 года экспорт зерна из Гданьска начал потихонечку падать. Прежде всего, потому что снизился спрос. А спрос снизился, потому что в Европе шла 30-летняя война, и покупателей с деньгами становилось все меньше и меньше. Следовательно, голландцы
вынуждены были компенсировать убытки за счет производителя. Очень часто после 29 года голландцы предлагали расчет не классическими талерами, а так называемыми лёвендалерами, которые были на 10% дешевле. Проблема Польши была в том, что никто, кроме голландцев, их пшеницу не покупал. Они были полностью зависимы от покупателя, целиком и полностью. Но они вынуждены были идти на сокращение затрат. То есть они не нанимали работников в свои хозяйства, а они увеличили барщину для своих крепостных крестьян. Крепостной гнет, как это было принято говорить в советских учебниках, становился невыносимым, потому что магнаты ни в коем случае не хотели потерять доходы от экспорта пшеницы. И все издержки перекладывали на плечи крестьян, жизнь которых превращалась просто в ад. Это на самом деле серьезно. Хуже того, магнатерия и король пытались принудить казаков осесть на землю. То, что там казаки воевали с татарами, охраняли рубежи Речи Посполитой, магнатам на это было наплевать. И, естественно, им важно было рабочие руки и количество пудов пшеницы. Их не интересовало государственный суверенитет Польши. Их интересовал, прежде всего, свой кошелек. И это было бы еще не так все плохо. Плохо, конечно, плохо, слов нет, но все-таки еще какие-то варианты были. Но проблема в том, что Польша не имела современной промышленности. Вообще, в принципе. Не говорю о том, что стрелковое оружие и пушки в Польше не производились, а завозились из той же Голландии или Швеции, это понятно. Ткани, большинство тканей тоже были завозными, голландскими. Прежде всего, потому что в Голландии умели красить шерсть, шерстяные ткани, в Польше этого делать не умели. Мануфактур таких не было в принципе. Поэтому с каждым годом росли издержки на импорт. Если с 1565 по 1585 годы баланс польской внешней торговли был профицитным, то есть они продавали пшеницы больше, чем возили промышленных товаров, на 52%, то уже с 1624 по 1646 этот профицит составлял всего 8%. А уже начиная с 1648 года баланс начал становиться отрицательным, дефицитным. И с каждым годом все больше и больше отрицательным и дефицитным. Проблема в том, что Польша уже не зарабатывала, Польша уже профукивала доходы от пшеницы, даже не на промышленные товары, которые требовались, там, группы А, которые требовались для производства чего-то, а просто на предметы роскоши и на предметы потребления обыкновенные. Польша платила за свою промышленную неразвитость тем, что весь доход от продажи пшеницы уходил на закупку промышленных изделий в ней не производившихся. В этой ситуации восстание Хмельницкого было естественным и понятным выходом для украинского крестьянства. Даже, может быть, больше, скажем, для всего юго-востока Польши, который в тот момент превращался просто в предмет ограбления. Просто предмет ограбления. Их грабили. На это угнетение, на экономическое, накладывалось угнетение идеологическое, когда ксензы при поддержке польской администрации устанавливали свои порядки в церквях украинских воеводств, когда уния постепенно превращалась в инструмент управления католическим собором православным. Ксензы правили бал. Но поскольку сами польские магнаты в экономике понимали мало, они нанимали для управления своими хозяйствами факторов из евреев, управляющих. Доходило до того, что управляющие просто арендовали какие-то латифундии, фольварки, выплачивали хозяевам установленную плату, а потом старались выжать все соки из имевшегося населения и земельного фонда, чтобы компенсировать свои издержки и заработать денег. То есть угнетение было двойным и даже тройным. Учитывая, что по завершению 30-летней войны резко упал спрос на польскую пшеницу, соответственно, выросла нагрузка на крестьян, естественным порядком стало восстание казаков, поддержанных всем украинским населением без оглядки. Не будем здесь вдаваться в подробности восстания Хмельницкого, это нас, в общем, по большому счету не касается, а отметим только один простой факт. Снижение объемов продаж пшеницы, увеличение гнета на крестьян вызвало естественную отдачу, которая, в свою очередь, пошла по второму кругу, то есть восстание, охватившее черноземные области Украины, остановило сельскохозяйственное производство.
вместо 200 тысяч пудов на экспорт, в разгар восстания эти земли могли дать от силы 50 тысяч пудов. Мало того, что казна не имела средств, так еще и доходы магнатов очень сильно упали. Естественным образом магнаты собрали свою собственную армию и начали вести войну с Хмельницким до последней капли крови. И не потому, что они так родили за польщизну, а потому, что это касалось их шкурного интереса. Эта война не требовала каких-то немысленных расходов польского бюджета, поскольку это была война кавалерийская. Со стороны казаков это были конные массы казачьего войска, со стороны Польши это было посполитое рушение, которое тоже воевало в конном строю. По-настоящему реальной армии Польше в этой войне не требовалось. Какие-то небольшие артиллерийские подразделения, небольшие какие-то стрелковые части. В основном основная масса войск была конница. Поэтому поражения и победы для каждой из сторон чередовались просто с удивительной регулярностью. И, скажем так, до 1654 года какого-то четкого баланса добиться было невозможно. То побеждали казаки, то побеждали поляки, какие-то заключались перемирия, какие-то мирные договора, потом они нарушались естественным образом, снова возвращалась на круги своя, снова шла рубка, убийство, смерть, насилие, мародерство без видимого результата. Ситуация радикально изменилась в 1654 году. Казаки, поняв, что в одиночку им эту войну не завершить, что своими силами им Польшу не одолеть и каких-то вариантов отсоединения от Польши у них больше нет, приняли решение просить русского царя дать их под свою руку. Не потому, что там какие-то славянские корни, общая кровь и прочая идейная шелуха, а просто потому, что никаких других суверенов, которые могли бы реально им помочь вырваться из лап католического клира и магнатской верхушки, у них не было. Поэтому Алексей Михайлович после длительных колебаний, после рассуждений и обсуждений этой темы с Думой принял решение принять губернии малороссийские, воеводства украинские под свою державную руку. И вот с этого момента у Польши начался первый этап серьезных проблем. Потому что, скажем так, если московское войско и не было сильно в пехоте, оно было не очень сильно. В пехоте выучка стрелецких полков и полков нового строя оставляла желать лучшего, но зато у Москвы была очень сильная артиллерия. У Москвы был пушечный наряд, которого близко не было у Польши, у Речи Посполитой. Поэтому московское войско легко и непринужденно прошло всю Литву насквозь, дойдя до Гродно и Бреста. Потому что никакие крепости Речи Посполитой, построенные еще в допушечную эпоху, не могли противостоять совершенно запредельному массированию артиллерийского огня, который продемонстрировали московские войска. Московские пушки сносили стены крепостей до основания за 1-2 дня. А большинство крепостей вообще сдавалось после первого дня обстрела, потому что понимали, что противостоять такому валу огня они ничего не могут. Вот тут Польша столкнулась с первой серьезной проблемой. Состоящей проблемой отсутствия правильной армии, а главное отсутствие денег для наема правильной армии. Это была беда. Это была беда, которая, как известно, не приходит одна. Но об этом в следующей лекции.